Скорее всего, мы уже никогда не узнаем, что на самом деле с ней произошло со стопроцентной уверенностью. Преимущественно потому, что Тихий океан очень большой. Настолько большой, что если бы какая-нибудь летающая тарелка попробовала приблизиться к Земле с той стороны, то весьма вероятно наши инопланетные гости подумали бы на мгновение, что вся Земля покрыта водой. Тихий океан также очень глубокий. Вероятность такова, что ее самолет лежит на дне на глубине от 3 до 5 километров. Именно поэтому мы не можем найти его обломки, а не потому, что она попала в плен к японцам или нарочно инсценировала свою смерть и стала тайным шпионом Рузвельта. Или просто бежала от славы и потом спокойно жила до смерти под чужим именем, или ее похитили те же инопланетяне. Скорее всего, конечно, все было гораздо проще и трагичнее. У них кончилось горючее, и они упали в океан. Если вы думаете, что на поиски экспедиции Франклина было потрачено много денег, ресурсов и времени, то вы удивитесь, сколько ресурсов, денег и времени было потрачено на поиски самолета Амелии Эхарт. Это была самая дорогостоящая спасательная операция на тот момент. Фактически ее мужу пришлось уговорить суд признать Амелию заочно мертвой, чтобы он мог получить право распоряжаться ее значительным наследством, которое он мог пустить на организацию ее поисков. Как абсурдно это ни звучит. И тем не менее они ничего не нашли. Ни обломков самолета, ни бензинового пятна на воде, ни останков людей на соседних атоллах. Хотя в течение последних 90 лет какие-то люди периодически находили какие-то предметы и куски плексигласа, и свидетельства умерших очевидцев, что якобы они видели ее или Нунана, или их обоих на острове Сайпан, или слышали обрывки радиопередач. Но ничего конкретного, ничего, что можно считать доказательством. Мало ли какие обломки, какие кости выбрасывал океан на берега островов. Мало ли какое радиоэхо блуждало в эфире. Почему же именно она? Вообще-то в те годы были множественные попытки перелететь через Атлантический и Тихий океан, большинство из которых заканчивалось трагически. Десятки пилотов покоятся на дне морском. И по поводу их судьбы не было никаких сомнений. Если ты отсюда улетел и туда не прилетел, значит ты на дне. Но исчезновение Амелии Эрхарт вызывает массу спекуляций и теорий заговоров, и все новые попытки раскрыть ее тайну и новые поиски. В этом году опять кто-то собирался плыть искать. Почему же она стала такой бессмертной легендой? Почему именно она? Многие люди думают, что Амелия Эрхарт так знаменита, потому что она была первой женщиной-авиатором. Или, по крайней мере, первой женщиной-авиатором в Америке. Но это не так. Даже женщина, которая учила Амелию Эрхарт летать, не была первой женщиной-авиатором в Америке. Но именно Амелия приобрела не просто звездный статус, а статус культурного символа. Символа того, что женщина способна на все, на что способен мужчина, и еще немного. Именно ее потеря болезненно отозвалась в сердцах людей по всему миру. Потому что многим казалось, что она неуязвима, что она побеждает там, где другие пасуют, что ее удачливость неисчерпаема. Но настал день, когда ее везучесть кончилась. Ее мать не считала, что она должна растить из дочерей хороших маленьких барышень. Старшая Амелия и младшая Грейс росли дикими сорванцами, носили блумерсы и коллекционировали в доме всякую нечисть – червей, бабочек, жуков, жаб и кузнечиков. Они лазили по деревьям, охотились на крыс с отцовским ружьем и катались на санках с гор. Финансовое положение семьи было нестабильным. Отец Амелии сильно пил и потерял работу, и им пришлось несколько раз переезжать. Амелия меняла школы, и в результате она не завела друзей. Она росла застенчивой, но при этом исключительно уверенной в себе.
Она мечтала о будущей карьере, собирая альбом газетных вырезок о женщинах, зарекомендовавших себя в мужских профессиях – режиссеров, продюсеров, юристов, менеджеров и инженеров. В 1917 году Амелия прошла обучение на помощницу медсестры и начала работать в отряде добровольной помощи в военном госпитале. Там она услышит рассказы летчиков, вернувшихся с войны, и у нее появится первый интерес к авиации. Амелия работала медсестрой, когда началась пандемия испанского гриппа. Как и многие медики, она заразилась и загремела в больницу на 2 месяца. Ее выписали с хроническим синуситом и головными болями, которые останутся с ней на всю жизнь. Я как-то летела с острым синуситом. И помню, что когда мы садились, это была примерно худшая боль в моей жизни. Те, кто испытал, знают, о чем я говорю. Те, кто не испытал, не садитесь в самолет с гайморитом. Это ужас. Тем не менее, Амелия Эрхарт станет летчиком. 28 декабря 1920 года Амелия и ее отец посетили выставку самолетов, популярное в те годы мероприятие. И она упросила отца оплатить ей авиапрогулку. 10 минут в воздухе в качестве пассажира. Стоило это $10 по тем временам, что эквивалентно примерно 160 современным долларам. Еще до того, как они приземлились, Амелия уже решила для себя, что она посвятит свою жизнь авиации. Как я уже упоминала, Амелия Эрхарт отнюдь не была первой женщиной-авиатором, но она была одной из первых. Родители Амелии согласились, что та будет учиться водить самолет, только если найдет инструктора-женщину, и она ее нашла. Ее инструктором стала Нета Снук, первая женщина, управлявшая аэродромом и летной школой. Амелия работала на нескольких работах, чтобы собрать $1000 на уроки пилотажа. Она коротко постригла волосы, как делали другие женщины-летчицы, и купила крутую кожаную куртку. Чтобы куртка не выдавала в ней новичка, Амелия некоторое время спала в ней и нарочно испачкала ее авиационным маслом, чтобы выглядеть бывалым авиатором. 16 мая 1923 года Эрхарт стала 16-й женщиной в Соединенных Штатах, получившей лицензию пилота. К сожалению, финансовые проблемы семьи заставят Амелию отказаться от запланированной учебы в университете. Поскольку пилот не было тогда нормальной профессией, то она начнет работать учителем английского, социальным работником и будет писать колонки в местных газетах, пропагандируя авиацию. Хотя чего там было пропагандировать, честно сказать. В те годы авиация была страшно модной. Показательные авиашоу, всевозможные воздушные родео и авиагонки были на пике популярности. Амелия активно включается в эту жизнь и вскоре приобретает некоторую известность, выступая на ярмарках и приобретя опыт управления самолетами разного типа. Хотя для настоящей славы летчика ей понадобилось перелететь через океан. К концу 20-х годов было уже сделано несколько перелетов из Америки в Европу, самым знаменитым из которых был одиночный беспосадочный полет Чарльза Линдберга в 1927 году. 33 часа с половиной в одиночку, без радио, без ветрового стекла, по компасу, на одном бутерброде, без сна, от Нью-Йорка до Парижа. 25-летний красавец Линдберг стал международной знаменитостью и героем поколения. Многие до и после него попытались повторить это безумие и сгинули в пути, и их имена мы теперь не помним. Тогда не было ни GPS, ни вышек в аэропортах. Никто не указывал вам дорогу над океаном. Вы просто определяли направление по компасу и летели примерно в ту сторону, как ласточка, с надеждой долететь до того, как у тебя кончится горючее. Самолет накачивали топливом под завязку, потому что дозаправиться в океане негде. Если ты заблудился или встречный ветер был слишком силен, у тебя кончалось топливо, и ты шлепался в воду. То есть я хочу заметить, что даже поехать пассажиром на самолете через океан
было подвигом, требовавшим большого мужества. А вообще-то пассажиров никто не брал по вышеизложенным причинам. Однако некая богатая наследница Эми Гест пожелала стать первой женщиной, совершившей перелет между Европой и Америкой. И она купила самолет и начала нанимать летчиков. Когда родители Эми услышали о ее затее, они устроили истерику и запретили ей лететь. Решено было подыскать ей замену. Симпатичную девушку, умеющую пилотировать самолеты с более хладнокровными родителями. Так Амелия Эрхарт оказалась первой женщиной, совершившей перелет через океан. Она не управляла тем самолетом. Этим занимались пилот Билл Шульц и механик Луис Гордон. А Амелия летела в качестве пассажирки. Или, как она сама потом выразится, меня перевезли как мешок картошки. Несмотря на то, что о ней с восторгом писали в газетах, встречали торжественным парадом, а затем в Белом доме состоялся прием у президента, Амелия была недовольна и слегка пристыжена, что она перелетела через океан в качестве фактически фотомодели и представителя от женщин. И она решает для себя, что непременно совершит этот перелет в качестве летчика. И одна. Но для начала Эрхарт стала первой женщиной, совершившей одиночный перелет через североамериканский континент и обратно в августе 1928 года. Ее навыки пилотирования постепенно росли, и она получила признание опытных профессиональных пилотов. В августе 1929 года она участвовала в первой женской воздушной гонке из Калифорнии до Огайо, мило названной Powder Puff Derby. Powder Puff – это пуховка для пудры. И она пришла третьей. Это не был беспосадочный перелет. Летчицы делали несколько остановок по дороге на дозаправку. И во время одного из них подруга Эрхарт, Рут Николс, врезалась на своем самолете в трактор, что вынудило ее сойти с дистанции. Это не было ужасной трагедией, просто иллюстрирует условия, в которых происходили тогдашние авиагонки. В 1929 году Эрхарт помогла сформировать международную организацию женщин-пилотов, названную 99, по числу первых ее членов. И она была избрана первым президентом ассоциации. Она становится как бы лицом женской авиации. Ее менеджер по связям с общественностью Джордж Патнам приложил немало усилий, чтобы сделать из застенчивой и совершенно нетщеславной девушки звезду. Он взял на себя публикацию написанной ею книги, организовал серию лекционных туров по стране и использование ее фотографий в рекламе разнообразных товаров, от чемоданов до сигарет Lucky Strike. Амелия даже рекламировала линию спортивной женской одежды. Не в нашем современном понимании спортивной, а практичных, не мнущихся платьев и жакетов для активного образа жизни. Пресса окрестила ее «Леди Линди» и «Королевой воздуха». Эрхарт вышла замуж за Джорджа Патнама 7 февраля 1931 года. Патнам делал ей предложение 6 раз, прежде чем она согласилась. Эрхарт называла свой брак партнерством. Когда журналисты назвали ее миссис Патнам, она рассмеялась им в лицо. А Патнам потом говорил, что это его будут называть мистер Эрхарт. Он явно был привязан к ней больше, чем она к нему. У них никогда не было детей, у Эрхарт в жизни вообще не было никаких красивых романтических историй. Амелия по-настоящему любила только небо. В мае 1932 года, через ровно 5 лет, Амелия наконец повторит подвиг Линдберга и станет второй не женщиной, а вообще вторым человеком, совершившим беспосадочный одиночный перелет через Атлантику. Так же, как и Линдберг до нее, она еле выжила. Амелия летела на одномоторном самолете Lockheed Vega 5B, который фактически превратили в летающий топливный бак. Потому что, повторяюсь, скорость у тогдашних самолетов позволяла только-только дотянуть на имеющемся бензине до противоположного берега. Навигация осуществлялась с помощью обычного компаса. Она летела одна, почти 15 часов, безо всякого автопилота, физически держа все это время штурвал.
У нее было с собой несколько банок с томатным соком. Амелия ожидала хороших погодных условий, но метеорологи ошиблись. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Она влетела в шторм, турбулентность швыряла ее самолет, как лед в шейкере. Перегруженный самолет получил множество поломок, которые только что не стали катастрофическими. Порвалась даже линия подачи горючего, и почти всю дорогу ей за шиворот капал бензин. В какой-то момент ее самолет обледенел и сорвался в штопор. Амелии удалось выровнять машину в 100 метрах от воды. Она намеревалась приземлиться в Париже, как Линдберг, но, дотянув до Европы, поняла, что самолет сейчас развалится и надо садиться на первое попавшееся плоское место. В результате она успешно приземлилась на картофельное поле в Ирландии и была поприветствована озадаченным фермером. В Европе и потом дома Амелию ждал экстатический прием. Она была представлена к нескольким государственным наградам, как в США, так и в других странах. Она стала самой известной женщиной-пилотом в мире и одним из наиболее популярных людей в Америке. 11 января 1935 года Эрхард стала первым летчиком, совершившим сольный перелет из Гавайев в Калифорнию. 3875 километров за 18 часов. Многие летчики до нее пытались совершить этот перелет, и 3 расстались с жизнью. How does it feel to fly both oceans, Miss Earhart? Well, it was very interesting to me to fly in southern waters rather than in the north. On the Atlantic flight, I had ice conditions and general storm. On this flight, really no bad weather at all except a few little rain squalls. I saw the moon and stars most of the night. Of course, in both flights, I was very glad to see land. Следующим рекордом Эрхард стал беспосадочный перелет из Мехико в Нью-Йорк. Сам полет прошел без ЧП, проблемой стало только посадить самолет в Ньюарке, где встречать ее собралась бесчисленная недисциплинированная толпа, запрудившая летное поле. К середине 1930-х годов Амелия Эрхард стала уже не просто знаменитостью, а национальным достоянием. Она катала супругу президента Элеонор Рузвельт над Вашингтоном и давала ей уроки пилотажа. И ее очередная затея была уже не ее частным делом, а национальным предприятием. Амелия решает облететь вокруг света. Летчики уже совершали кругосветные облеты и до нее. И Вилли Пост в 1933 году даже совершил это в одиночку. Но Амелия решила лететь по самому длинному маршруту, как можно ближе к экватору – 47 тысяч километров. Не за раз, конечно, она рассчитывала по пути сделать 30-35 остановок на дозаправку. Причем она не собиралась устанавливать рекорд скорости. На остановках можно было отдохнуть по 2-3 дня. Это также не был соло-перелет. Эрхард выбрала в штурманы Гарри Мэннинга, а потом в команду был добавлен второй штурман Фред Нунан. Для путешествия был выбран довольно мощный и быстрый самолет Lockheed Electra 10E, предназначавшийся изначально для первых пассажирских перелетов. Но его серьезно модифицировали. В частности, сняли все пассажирские сиденья и забили весь полученный объем дополнительными топливными баками. Первая попытка отправиться на нем в путь немедленно потерпела неудачу. Во время разбега шасси подломилось, самолет ткнулся носом в землю и проехался несколько сот метров на брюхе, после чего его пришлось несколько месяцев чинить. И за это время Мэннинг, единственный опытный радист в команде, вышел из игры. Многие аналитики, разбирающие причины последовавшей трагедии, считают, что уход Мэннинга был первым шагом к катастрофе. Электра с экипажем Экхард Нунан вылетела из Майами 1 июня 1937 года. К концу месяца они преодолели более 22 тысяч миль, то есть 80% маршрута, через Атлантику, экваториальную Африку, Аравию, Индию, Юго-Восточную Азию
и прибыли в порт Лаэ, Новая Гвинея, 29 июня 1937 года. Дальше перед ними лежали 11 тысяч километров Тихого океана, где не было ни газозаправок, ни указателей дороги, только слепой горизонт. Дотянуть одним прыжком до Гавайев они не могли. Бензина хватило бы в обрез, и это если бы они летели по идеальной прямой, по идеальной погоде. Поэтому решено было сделать остановку до заправки на полпути. Кажется, что там только пустой океан. Но там нашелся крошечный клочок суши, остров Хауленд. Плоская полоска земли длиной 2 километра и шириной в 1. Он принадлежал США, но там ничего не было. Амелия лично попросила друга президента построить там для нее посадочную полосу. И президент уважил. То есть, еще раз подчеркнем, насколько государственного уровня была вся эта затея. Это не была какая-то авантюра взбалмошной женщины, это было официальное мероприятие. В поддержку Амелии выделили 3 военных корабля, которые заняли позиции. Один на полпути к острову Хауленд, другой рядом с островом, и третий на полпути от Хауленда до Гавайев. И они должны были держать радиосвязь с ее самолетом и служить радиомаяками для ориентировки. И Таска, стоявшая на якоре острова Хауленд, также готова была дать дымовой сигнал. То есть это не была уж прямо самоубийственная задача найти крошечный островок посреди океана наугад. Они вроде как неплохо подготовились. На самолете было 4 разные антенны для передачи и приема радиоволн разной частоты. Но что-то явно с самого начала пошло не так. Например, у них не было радиста. И похоже, чтобы облегчить самолет, они перед последним вылетом сняли длинную выдвижную антенну, которая в особенности помогала передавать сигналы Морзе. «2 июля 1937 года в 10 утра по местному времени Эрхард и Нунан вылетели с аэродрома Лаэ. Расчетное время полета до острова Хауленд составляло около 20 часов, имея в виду скорость самолета и скорость встречного ветра. Через 20 минут после того, как они вылетели, аэропорт Лаэ получил новые сводки от метеорологов, в которых скорость ветра над океаном ожидалась гораздо выше. Они отбили радиограмму на самолет Эрхард и не получили подтверждения приема. Это был первый звоночек. Не то чтобы с самолетом совсем не было связи. Примерно через 5 часов полета Эрхард сообщила голосом, что они вынуждены снизиться из-за густых облаков и усиливающегося ветра. Штурман Фред Нунан должен был периодически уточнять местоположение самолета средствами звездной навигации, как викинги в средние века. И в принципе так корабли находили себя в океане, по звездным картам. Это был нормальный, надежный способ. Если, конечно, небо не покрыто сплошь облаками, и у вас нет возможности задрейфовать на пару дней, пока небо не расчистится. А Амелия с Фредом теперь могли надеяться только на компас, на определение своего положения по счислению и на радиосигналы с кораблей поддержки. Многие сейчас считают, что принимающая антенна Электры, такой провод, натянутый под брюхом самолета, была сломана. Амелию слышали ее голос. Она же могла принимать только часть радиосигналов. Было много попыток восстановить ход катастрофы. Что случилось, кто был виноват, почему самолету не удалось наладить эффективную коммуникацию с кораблями. Но нужно иметь в виду, что мы говорим о годах начала авиации и, в общем-то, начала радио. Не было международных стандартов частот, на которых шли передачи, установленного порядка того, как мы передаем и принимаем самолеты из Земли. Все предварительные договоренности о том, как самолеты, корабли будут обмениваться информацией, на каких частотах, в какое время кто кого будет слушать в эфире, осуществлялись посредством обмена телеграммами. Амелия не могла позвонить на остров или WhatsApp'ом связаться с кораблем. Она посылала телеграммы, и первый корабль вообще не получил ее последнюю телеграмму, в которой она просила каждый час передавать в эфир букву «Н», чтобы она могла взять на них пеленг. Тире, точка, тире, точка, тире, точка.
И она или пролетела над ними, или промахнулась, мы не знаем. Второй корабль «Итаска», ожидавший самолет у острова Хауленд, через 20 часов после вылета самолета ясно услышал в эфире голос Амелии. «Пожалуйста, возьмите пеленг на меня. Я буду свистеть в микрофон. Мы в 200 милях от вас». И она начала насвистывать. В этот момент радисты на «Итаске» поняли, что их система навигации не может настроиться на сигнал самолета на частоте, на которой она передавала. Радист позже расскажет во время разбирательства, что он сидел там, потея кровью, потому что он не мог ничего сделать. Они попытались просить ее перейти на другую частоту или взять пеленг на них, но она не отвечала. В 7:42 Амелия передала: «Мы должны быть на курсе, но мы вас не видим. Горючее кончается, мы не можем связаться с вами по радио, летим на высоте 1000 футов». 1000 футов – это очень низко. Это означало, что они пытаются сберечь остаток топлива и найти остров визуально, не полагаясь больше на радио. В 7:58 ее голос стал так ясно слышен, что некоторые матросы повыскакивали на палубу, чтобы увидеть в небе самолет. Амелия подтвердила, что слышит сигнал с «Итаски», но он идет отовсюду. Они не могут определить направление. Я не буду вдаваться в подробности, но радиосигналы в определенных условиях начинают отражаться от ионосферы и от воды, и в эфире возникает эхо, когда сигнал, кажется, идет со всех сторон. В 8:43 «Итаска» в последний раз услышала голос Амелии. «Мы на линии 157-337, мы будем повторять сигнал, ожидайте». И это все. Больше их не слышали и не видели. Начиная примерно через час после последнего сообщения Эрхарт, «Итаска» предприняла безуспешный поиск самолета к северу и западу от острова Хауленд. ВМС США в течение следующих 3 дней направляли все имеющиеся ресурсы в район поиска около острова и по линии, идущей через 157 и 337 градусы на компасе. Официальные поисковые работы продолжались до 19 июля. Никаких физических следов крушения самолета Эрхарт и Нунана обнаружено не было. Сразу после окончания официального поиска муж Амелии, Джош Патнем, профинансировал частный поиск. Они обыскали близлежащие острова и большой кусок океана. Тоже безрезультатно. Их искали в 20 веке, искали в 21, уже с помощью глубоководных гидролокаторов и субмарин. Ничего конкретного не нашли. Была масса теорий, куда они делись. Что они не упали в океан, а дотянули до другого какого-то крошечного острова и там или погибли, или оказались схвачены японцами. Никаких убедительных доказательств этим теориям не обнаружено. Как и тому, что они спаслись и жили под другими именами. И то, что последние экспедиции не нашли их самолет на дне, тоже ни о чем еще не говорит. Дно в тех местах глубокое и неровное, а самолет маленький и весьма вероятно развалившийся при ударе на части. Почему же ее продолжают искать? Ну, во-первых, потому что она была большой знаменитостью, и человек, который найдет ее самолет, разделит ее всемирную славу. А во-вторых, потому что нам кажется, что у нас достаточно информации, чтобы разгадать загадку. Мы вроде бы так много знаем о ее последнем полете. Вот карты, вот план полета, погодные сводки, характеристики самолета. Мы можем попробовать еще на 105-й раз дешифровать ее радиограммы. Понять, что случилось, найти ошибку, найти виновного. А в противном случае нам придется признать, что ее гибель ничему нас не научит. Если мы не знаем, что случилось, мы не можем указать на ошибку и исправить ее задним числом. А если не можем, то выходит, они погибли зазря. Мы не сделаем выводы. Разве что банальности, что океан велик, и к путешествиям нужно как следует готовиться. И с этим нелегко смириться. Но на самом деле эта история очень наглядно учит нас важности коммуникации, особенно в сложных проектах. Вы не летите в горизонт, пока не убедились, что люди, работающие с вами, слышат вас и понимают вас, а вы слышите и понимаете их. И это касается не только работы, это точно так же касается личной жизни.
Не убегайте вперед, пока вы не услышите тех, кто должен быть рядом с вами. Как писал Борхес, простейший лабиринт состоит из одной линии. Если вы не слышите маяков, вы можете заблудиться на одной прямой. На сегодня у меня все. Берегите себя. До новых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!